Всем привет! Вы на канале «Шить для себя – это удобно». Сегодня мы будем шить блузку из шелка. Выглядеть она будет в виде летучей мыши. По бокам чуть короче, по середине чуть длиннее. Одинаковая равновесная длина со стороны спинки и переда. Длина 70 сантиметров и длина от плечевой точки до конца руки тоже 70 сантиметров. Очень простая в раскрое, нам потребуется базовая основа, вот она лежит передо мной, и вы всегда сможете сами ее построить. Видео есть у меня на канале, и под этим видео всегда найдете ссылки. И единственная сложность в этой блузе будет только в том, что будет манжет, выкраивается, скорее всего, это будет цельнокроено, вот, и здесь настрачиваться резиночка. Вот и все. И справиться с такой блузкой любой. Приступаем. Итак, шить мы будем из шелка. Вот такой шелк. Это искусственный шелк, но качество хорошее, очень-очень приятный на ощупь. Вот. Ну, потребуется вам две длины, если вы большого размера. Вот. Ну, я думаю, что в любом случае две длины где-то в районе 1,50 м, потому что я еще буду делать пояс. Вот, а так 1,40 м ориентировочно, 1,50 м, у кого 1,60 м. Вот. И чем вы можете себе помочь? Вы можете себе помочь вот таким помощником. Как его сделать? У меня есть на канале. Вы можете всегда посмотреть, зайти в плейлисты. Это помощник для того, чтобы мне не чертить и не разрезать, а выточку переносить вот таким удобным способом, куда мне хочется. Это я показываю варианты моих помощников. Вам же я покажу, как на основании базы смоделировать летучую мышь и как это сделать просто. Укладываем бумагу, переснимаем спинку. Вот. И для дальнейшего построения потребуется закрыть выточку. Для этого вы можете воспользоваться вот таким способом. Нарисовать линию, куда нужно открыть выточку, это пройма, уложить. И затем вот таким образом открыть выточку пройму. И это будет искомая линия плеча. И теперь эту линию нужно продлить до пока конца. И дальше мы будем откладывать длину плеча, которую захотим. Итак, линию я провела. Длина моей линии, посмотрите, 70 сантиметров. Это в моем случае. Почему я закрыла эту выточку? Для того, чтобы определить при закрытой выточке высоту своего плеча. Вот так. Очень удобно пользоваться. Теперь моделируем дальше. Увеличиваем на 4 сантиметра горловину. И плавненько, так как у нас будет лодочка, плавненько вот здесь вот отчерчиваем. То же самое мы сделаем со стороны переда. Теперь линия талии. Так как это у нас будет типа летучая мышь, смотрите, длина изделия 70 сантиметров. Я специально именно так и сделала. Приподнимаемся на 10 сбоку и плавненько тоже искругляем линию внизу. То есть я приблизительно поделила пополам и вот здесь вот плавно искруглила. Линию можно потом будет уточнить уже на примерке, но приблизительно именно так. Теперь от линии талии, вот линия талии, мы отступаем сантиметра 4 и соединяем эти точки. Вот так. Теперь переходим к линии рукава.
Вниз под прямым углом я откладываю 20 сантиметров широко, потому что этот весь участок будет собираться на резиночку. И он будет собираться на резиночку где-то сантиметров 28. Вот так. И это будет где-то приблизительно линия локтя. Здесь мы проводим линию под 90 градусов. На вот этом участке сантиметров, ну, наверное, 15 линия будет ровная. А теперь нам нужно просто сделать красивую изогнутую линию. Где-то вот так. Опять же, все по модели. Вы можете ее сделать еще ниже. Пожалуйста, линия может идти и вот так. То есть, как вы захотите. Мне больше нравится вот изначально первая линия, когда я отступила вот здесь вот где-то сантиметра 4. Вот здесь. Здесь сантиметров 15. И вот плавненько эти две линии соединила. На участке вот здесь я отступлю сантиметра 2. Здесь будет обработано тонким оверлоком. И потом через каждые 1,5 сантиметра настрочена резиночка. Однозначно после того, когда я соединю плечевой шов. И вот сейчас я это вырезаю. И на основании уже спинки, перед я выкраивать не буду, а прямо на ткани покажу, как нужно сделать для того, чтобы получилась полочка или перед. Для того, чтобы было понятно, как его строить. Очень все просто. Они должны быть абсолютно одинаковые, за исключением вот этого участка. Давайте я сейчас другим цветом покажу, как будет выглядеть полочка. На этой же детали я покажу. Смотрите, вот это будет горловина переда. Вот ее крайняя точка, 8 сантиметров, как обычно. Вот. И теперь я должна с вот этой точкой соединить вот эту точку 8. Получается лодочка переда. Вот красным это лодочка спинки, а это переда. И теперь нам нужно сделать, вот эта точка будет являться той линией, через которую пройдет плечо переда. Вот так. Вот. И здесь на 1,5 сантиметра будет небольшое понижение. То есть задняя половинка, она шире. Вот таким образом. Все. То есть вот здесь по руке на 1,5-2 сантиметра меньше. Все. А все остальное будет аналогично. Все, деталь мы с вами сделали. Вырезаем. Обрабатывать горловину по лодочке я буду обтачкой. Здесь будет резиночка, как я уже сказала. Вот низ обработаю либо московским швом, либо оверлок плюс подогну и настрочу. И все. Тут буквально на полчаса работы. Итак, раскраиваем. Ткань у меня 1,45 м. Здесь сгиб. Ткань сложена в 4 раза. Вот так. Здесь сгиб. Так как у меня будет еще пояс, у меня остается еще немножко на пояс. Теперь вот это середина. Я укладываю на сгиб и вырезаю абсолютно одинаковые детали. Сначала спинку, а потом вношу изменения вперед и обрезаю так, как я вам показывала. Немножечко впереди под горловину и чуть-чуть сверху плеча. И все. То есть вырезаем сначала больше деталей, так как они у нас совпадают.
И от переда, и наперед вносим корректировки. И все. Я вырезаю. Не забывайте, что нужно сколоть шелк, потому что шелк резать очень-очень сложно. Он дает небольшой перекос. Итак, я режу. Еще хочу обратить внимание, что у меня вот не все поместилось. Сантиметрика 2 я подвернула. То есть от той длины 2 сантиметра. Ну, если у вас ткань будет шире, значит все поместится. Вот. И я буду резать. Оставляю где-то по 1,5, по 2 сантиметра. Всегда можно потом осноровить. Лучше оставить больше, чем не хватит той мышки, которую вы запланировали. Вот, поэтому я на всякий случай 1,5-2 сантиметра. Когда еще не отработан крой, на всякий случай советую вам именно так поступать. Вот так я оставляю. И поверху точно так же. Я продолжаю вырезать. Затем все сметываю и жду примерки. Перед вами деталь переда. Как я уже сказала, вот наметила все линии. И относительно этих линий обрезаю. Оставляю по горловине где-то сантиметр, а здесь буду оставлять 1,5, потому что много из-за того, что спинка выше. И перед обрезаю до нужной мне высоты. Не забывайте скалывать иголочками, потому что шелк, он очень опасный, скользит. Все, крой готов. У нас теперь есть перед. Точно так же есть спинка. И для того, чтобы сделать примерку, вот сейчас я уложу. Да, вот так. Нужно соединить деталь по плечу, соединить по боковому и сделать примерку. Итак, плечевые стачали, обработали на оверлоке. И теперь нам нужно добиться того, чтобы на манжетах были резиночки. Я вот прострочила, сколько тут, 6 полосок, но перед этим, вот видите, здесь должен быть шов обработан. Я на ролевом шве, на оверлоке это сделала, обработала край. Вот так это выглядит. Вы можете и московским швом, и ролевым, и на зигзаге. Но вот у меня есть ролевый шов, поэтому край я обработала именно так. Потом на расстоянии 1,5 сантиметров от края прокладываю строчки. Эти строчки сделаны следующим образом. Внизу на шпульке резинка. Вот она, накручена вручную. Я ее вставляю. Вот, сверху обычная нитка. И теперь аккуратно укладываю под машинку и на ширину лапки настрачиваю от начала до конца. Вначале ставлю обязательно закрепку, чтобы резинка не убежала. И вот так аккуратно раскрываю и строчу на ширину лапки. Аккуратно. Так бы показать, чтобы было вам видно. Вот так, наверное. Резинка постоянно собирается, но это возможно, не так сложно. Просто на камеру это делать не очень удобно. И вот так. В конце закрепку ставить не нужно, просто оставляем на всякий случай нижнюю нитку подлиннее. Вот так, наверное, покажу. Вот.
край лапки идет по строчке. Резинку накручивать нужно только вручную. Вот до конца дохожу, вытаскиваю и вот некоторое расстояние оставляю для того, чтобы, если необходимо, будет эту резинку немножко ослабить. Вот как получается. Такой эффект хочется, и он должен быть широкий, сантиметров 28 где-то, вот такой внизу будет манжет цельнокроенный. Я продолжаю строчить и обязательно покажу, как это будет выглядеть. А потом нужно будет сложить пополам и соединить шов боковой. Вот. По необходимости, если важно, если рука тоньше, всегда эти резиночки можно подтянуть. Где-то ослабить, внизу, например, подтянуть, а здесь ослабить. Все это сделать возможно уже на клиенте. После примерки стачали боковой, обработали на верлаке, обрезаем все ненужные ниточки. Вот. И если вывернуть резиночку на лицо, вот так она будет выглядеть. На мой взгляд, очень-очень симпатично. Обязательно закрепила вот здесь шов, чтобы еще дополнительно закрепить все эти резиночки. На мой взгляд, это будет очень важно. И теперь я хочу показать, после уточнения низа, я сначала прокладываю строчку параллельную низу, а потом только относительно нее вот так заворачиваю на 0,5 и строчу. Ну, типа московского шва, просто московский шов еще шире заворачивается, но я пытаюсь именно так. Так, чтобы наполовину и строчка попадала в ту стабилизирующую. Та строчка является стабилизирующей. Это получается, низ я буду обрабатывать 3 строчками. Ну, мне так нравится, она заменяет наметку. Всегда можно вытащить с изнанки. Получается вот такой край. И потом мы его аккуратно подрежем ножничками. Вот ножничками вот так аккуратно подрезаем до строчки. И еще раз заворачиваем, попадаем в ту же самую строчку. И край в этом случае получится ровный. Я продолжаю по кругу, так как край у нас изогнутый, с поднятыми боками. Хочется особенно аккуратной работы. И если не пользоваться наметкой, как я, то можно воспользоваться вот таким советом моим. Та строчка не позволяет растягиваться краю. Вот для чего это нужно. Хотите? Пользуйтесь. После того, когда первая строчка сделана по всему кругу, теперь мы аккуратно заворачиваем и на расстоянии где-то 0,3 от края строчим. Но так, чтобы вот иголка шла как можно ближе к краю. Потому что московский шов, если он сделан неправильно, имеет свойство вылазить из-под строчки. Вот что получается. Аккуратный московский шов. И благодаря первой строчке край без заутюжки ложится ровно, а не идет волной. Я продолжаю. Кто не умеет сразу строчить, тем более на шелке, я все понимаю, конечно, нужно сначала заметать. Так, аккуратно теперь разворачиваю. Нитки, те, которые вот вам мешают, вы потом их можете вытащить. Они свою функцию выполнили. Но так как я их делала черные такие же, поэтому сильно они ничему не помешают. В любом случае так делаю я, а вы решайте, как вам удобней. Шить для себя это очень удобно. Итак, низ мы отутюжили. Так он выглядит.
На мой взгляд, очень даже хорошо. И теперь нам нужно обработать горловину. Горловину вы уточняете, как вам нужно. И я еще прокладываю стабилизирующую строчку обязательно, для того, чтобы она не растянулась. Обрабатывать я попробую косой бейкой, если мне не понравится. Потом, второй вариант обтачкой. Просто на такой тонкой ткани и хотела обтачку. Начинаем мы с плеча. С правого получается плеча. Мне так удобней. Вырезала косую бейку шириной 3 сантиметра. Заутюжила пополам и выпускаю немножко ее вперед для дальнейшего соединения. Начинаю строчить не от самого края, а чуть-чуть дальше. Для чего это делаю? Для того, чтобы потом удобно было соединить. Вот. И строчу на ширину где-то 0,7, на ширину лапки. Вот по краю лапки ставлю. Начинаю строчить. Так как горловина уже на ниточку практически собрана, то она уже не будет растягиваться. И вот так вокруг горловины я прокладываю строчку. Вот, когда соединится, вот здесь я соединю наизнанку, вот, и изнутри стачаю. Вот я почти дострочила до конца и оставляю кое-какое расстояние, обрезаю ниточки и оставляю ровно столько, сколько мне нужно для того, чтобы стачать. Вот здесь и обрезаю. Вот таким образом. Желательно бы это все развернуть в разные стороны и между собой стачать. Но в этом случае, когда мы будем обтачку отворачивать в сторону, с изнанки ее будет не видно, она будет застрочена. Поэтому можно и просто две детали вот так с собой соединить. Главное, чтобы краешки совпали вот здесь. И стачиваем. Ткань скользит, поэтому нужно приспособиться. Вот так они должны сойтись. Вот эти краешки еще раз обрезать и втачать дополнительным кусочком в горловину. Нет, все-таки я решила соединить это в кольцо, чтобы с изнанки было красиво. Вот так. И теперь аккуратно беру, совмещаю со швом. И уже со стороны основной детали, так просто удобнее, виднее, притачиваю обтачку. Попадая уже в строчку притачивания. Вот так это выглядит. Теперь нужно рассечь по горловине, чтобы нигде ничего не затягивало. И вот так отогнуть и настрочить в край. Теперь шов притачивания подрезаем, рассекаем в нужных местах, обтачку отворачиваем и вот так настрачиваем в край. По всему кругу. Затем шов приутюжим и дадим строчку по верху, либо вручную. Получается аккуратная обработка.
Конечно, все этапы можно приметывать. И для неопытных наверняка так и нужно будет сделать. И вот я прихожу в эту же строчку. Ставлю закрепку. Вот что получается. И теперь мы будем загибать в сторону изнанки и поверху давать красивую строчку, но это после того, как я заутюжу. Итак, я заутюжила и приметала косую бейку. Теперь установила удобную для себя лапку на 0,5 от края, 0,5-0,6 и прокладываю отделочную строчку таким образом, чтобы захватывать нижнюю часть бейки с нижней стороны. И вот так аккуратно с помощью специальной лапки делаю красивую строчку. Я продолжаю. Строчка будет проложена на одной ширине, что нам и нужно. Окончание строчки должно совпасть с началом. Ну, конечно же, после обязательно еще раз приутюжить. Все, мы попадаем, ставим закрепку, убираем наметки и еще раз приутюживаем. В этом видео звук, к сожалению, не записался, поэтому я вам расскажу, что непосредственно сейчас я делаю. Это окончательный этап. На этом этапе заготовка пояса. Полоску ткани шириной 10 сантиметров я продублировала, сложила пополам и, начиная с конца, продвигаюсь в сторону середины. Обратите внимание, что с левой стороны у меня примагничен магнит. Это позволяет делать ровную строчку шириной, например, 4 сантиметра. Так делаю я. Вы можете просто наметить линию. Но в этом случае достаточно не сметывать и не скалывать. Пояс получается равномерный, одной длиной. Доходя до середины, я ставлю закрепку и следующую строчку буду прокладывать с другой стороны. Перегибаю пояс пополам и таким же способом, сантиметровым швом, либо на ширину лапки, стачиваю сначала угол пояса, а потом разворачиваюсь и аналогично строчу, ориентируясь на магнит. Магнит можно устанавливать как с левой стороны, так и с правой стороны. Все зависит от привычки. Так я продолжаю строчить в направлении к середине. Ширина шва не больше сантиметра. Итак, блузка готова. Так она выглядит. Дополнительно я пришила еще шлевочки, вдела пояс. Такой рукав. Очень красивая ткань. Со стороны спинки. Со стороны переда. Все очень-очень просто. Горловинка получилась тоже хорошо. Кому понравилась такая блузка, обязательно ставьте пальчики вверх.
Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Обязательно комментируйте. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну и шейте, конечно же, не бойтесь, у вас все получится.